Саш, а Артем где? Катя держала в руках новорожденного ребенка и не понимала, почему вместо мужа увидела их старого приятеля. Где Артем? Где Светлана Георгиевна? Неужели с ними что-то случилось? Еще вчера вечером Катя созванивалась и с мужем, и со свекровью, которые уточняли время выписки, а уже сегодня их телефоны перестали отвечать. Молодая мама уже тогда заподозрила неладное. «Дайте ребенка в руки папе, запечатлеем исторический момент на пленку». Словно из ниоткуда появился штатный фотограф, показывающий рукой, что делать роженицы. «Уйдите!» – тихо, но твердо предупредил Саша. Круглый мужичок с фотокамерой уже хотел сказать что-то про важность события, но суровый взгляд этого странного мужчины его остановил. «Бывают же жмоты!» – подумал и ретировался. «Катя, поздравляю тебя с рождением дочери. С Артемом и его матерью все хорошо, а вот нам с тобой надо поговорить. Поехали, разговор будет тяжелым». Все трое, Катя, ее муж Артем и Саша, почему-то приехавшие на выписку вместо супруга, были друзьями в колледже. На первом курсе Александр даже ухаживал за ней, но она отдала предпочтение другому парню из их компании. Артем ей нравился больше, и внешне был симпатичнее, и по характеру веселее. 2 года до окончания обучения пара была неразлучна. На дружбу Артема и Саши их любовь не повлияла. Сначала отвергнутый поклонник немного пообижался, но потом принял ситуацию и стал думать о Кате только как о девушке друга. Или делал вид, что там было на душе, знал только он сам. Для студентов эта ситуация не казалась странной, потому что в молодежной среде романы вспыхивали как спички, то тут, то там, и так же быстро гасли. Но перед получением дипломов встал вопрос о дальнейшей судьбе пары. Катя жила в другом городе, а окончание обучения значило и выселение из общежития. «Артем, я поговорила с директором магазина, в котором подрабатываю по вечерам. Он переводит меня на полный рабочий день. Первое время так, а там, может, чего и получше найду. Как ты смотришь на то, чтобы вместе снять квартиру или хотя бы комнату?» «Конечно, любимая». Артем обнял девушку. «Я тоже найду постоянную работу, вдвоем все получится». Но Светлана Георгиевна, мама Артема, сразу встала в позу, когда сын этим же вечером восторженно рассказал ей о их общих с Катей планах. «Какую такую квартиру? А матери кто помогать будет? Я на свою зарплату библиотекаря одна не проживу. Хочешь быть взрослым? Посмотри мой счет за ЖКХ. Я тебя еле-еле тянула, пока ты учился, и хоть немного с подработок приносил. Рассчитывала, что на работу выйдешь и станет теперь мне уже помогать. Это твой долг, как сына». «Я буду и так тебе помогать, мам. Мы с Катей уже договорились, что будем жить вместе». «Помогать он будет. Я знаю, что у молодой семьи своих забот хватает. Забудешь про мать уже через месяц». Светлана Георгиевна отвернулась к окну и надула губы. «Я буду тебе помогать, как смогу, но жить стану с Катей». «Ну, раз так, то приводи ее сюда. Будете жить в большой комнате. Я телевизор к себе перенесу. Деньги не придется на съем тратить. И девушка положительная». Уже со следующей недели Катя стала жить у свекрови. Девушка не была в восторге, потому что ей хотелось иметь с Артемом свой угол, пусть даже и съемный. Но молодой человек объяснил, что маме без него придется очень тяжело, а заставлять своего парня метаться между двух огней она не хотела. Все трое относительно неплохо существовали в квартире. Даже Светлана Георгиевна, вопреки опасениям Кати, всегда хорошо отзывалась о девушке. Та, словно играючи, без напоминаний, делала уборку, с удовольствием готовила
и никогда не перечила, когда неизбежные разногласия по бытовым вопросам между двумя хозяйками на кухне все-таки возникали. Но Катя иногда заводила с Артемом разговор о собственном жилье. «Может, все-таки переедем? Мне подруга предложила снять у нее однушку. По знакомству не так дорого». «По-моему, мы нормально живем. Чем ты недовольна?» «У нас совсем мало денег, Артем. Я даже нормальную зимнюю куртку не могу себе позволить купить. Ты же почти всю зарплату маме отдаешь, а я на свою продукты на 3 человек покупаю, получается». А я уж испугался, что что-то серьезное. «Почему на 3? Мама тоже в магазин ходит, не наговаривай. Если мы снимем квартиру у твоей подруги, то же самое, отдавать придется, только чужому человеку». Катя недовольно отвернулась. Она не стала говорить Артему, что его мама приносит в дом только самые недорогие продукты, вроде макарон и хлеба, а мясо, сыр и овощи приходится покупать ей, чтобы приготовить нормальной еды для Артема, за которую он так ее хвалит, и из которой Светлана Георгиевна тоже регулярно берет себе порции. Наверное, так и должно быть. Дети же помогают своим родителям, подумала Катя и отругала сама себя за жадность. Но что-то серьезное, чего боялся Артем, все-таки случилось. Катя забеременела. Они предохранялись ненадежным способом, в основе которого лежала чуткость и скорость мужчины. Система, которая дает сбой в самый неподходящий момент. «Мам, у нас, Катя, для тебя есть важная новость». Артем обнял улыбающую Катю за ужином, молодые переглянулись. «Никак жениться собрались?» Светлана Георгиевна явно не была готова к переменам, поэтому даже не старалась изобразить радость или хотя бы заинтересованность. «И это тоже». Артем ни капли не был смущен реакцией мамы и продолжил светиться от счастья. «Катя, вот только не говори, что ты залетела». За столом повисла тишина. «Я забеременела». Катя произнесла слово по слогам. «У меня будет ребенок от вашего сына». «Да, мам, я скоро стану папой, а ты бабушкой. Мы завтра подадим заявление в ЗАГС». «Да молчи ты, малохольный, папой он станет». Светлана Георгиевна отмахнулась от сына. «Катя, ты-то хоть будь разумной, сейчас не время, ты должна сделать аборт». Скандал длился до темноты за окном. Артем встал на Катину сторону. «Мам, это не обсуждается. Я не пущу сюда ребенка, мне покой нужен. Мы можем к Катиным родителям уехать, потеряв работу, а можем и квартиру снять, как с самого начала хотели, но ты сама же нас и отговорила. Сейчас только купим все нужное для ребенка и сразу займемся поиском жилья. Только 20 000 на 2 пластиковых окна не забудь мне дать. Я уже задаток отдала, и теперь не могу отказаться». Но, подумав хорошо, Артем сообщил Кате, что переезжать к ее родителям он не станет, хотя те не были против и даже обрадовались новости о беременности. Сразу снять квартиру им так и не удалось. Катя тяжело переносила беременность и постоянно была на больничном из-за токсикоза, поэтому денег и без того небогатой семье стало еще меньше. Решили отложить съем до последнего месяца и пока искали варианты подешевле. Из-за плохого самочувствия были дни, когда Катя лежала пластом. Светлана Георгиевна в такие моменты подзывала сына и тихо программировала. «Глянь на нее, как забеременела, так сразу и слегла. Больной сделалась. Только знаешь что? Беременность не болезнь. Она уже сегодня ничего не приготовила. А что будет, когда ребенок появится? Совсем про тебя забудет. И опять все на мать. Подумай еще раз, прежде чем жениться». Артем кивал головой. Ему самому не нравились изменения в их мире, до беременности казавшимся уютным и гармоничным.
но с Катей все-таки расписался. На свадьбе невеста была в том же самом платье, в котором ходила на выпускной. Отмечать не стали, не на что банкеты устраивать. Катя родила ребенка раньше срока, на 7-м месяце, уехав в роддом на скорой. Когда дочка появилась на свет, она позвонила Артему. «С нами все хорошо, не волнуйся. Правда, дочь пока в реанимации, но врачи говорят, что это больше для перестраховки. Нас выпишут чуть позже. Пожалуйста, найди пока квартиру. Помнишь, твоя мама говорила, что нас не пустит?» «Угу». Артем вообще был немногословен и не стал говорить, что сбережения и зарплату он уже потратил. Услышав про реанимацию, Светлана Георгиевна оживилась. «Артем, послушай меня внимательно. Здоровых детей в реанимацию не положат. Наверняка дочь больная. Не зря же Катька с токсикозом валялась. Только она тебе правду сейчас не скажет. Видел ребенка соседки из 2-го подъезда, который в 7 лет ни бе, ни ме, ни кукареку. Зачем такой груз на себя в молодом возрасте вешать?» «Так, может, обойдется все», — ответил парень, но сам призадумался. Он каждый раз во дворе старался обойти стороной того ребенка с текущими слюнями, коляску которого толкала выбившаяся из сил мать. «Проблемы со здоровьем с первых дней. Уже тревожный звонок. Откажись, пока не поздно. И куда вы пойдете? Я говорила, что с ребенком не пущу, а с больным ребенком тем более». «Как же я уже откажусь?» «Давай ее просто не пустим. Катя здесь даже не прописана. Уедет к своим родителям, и пусть они разбираются с проблемами, как хотят. Ты на больного ребенка не подписывался». Артем задумался. Все-таки с Катей у них было много счастливых месяцев, а бросать ее перед выпиской одну было слишком жестоко. Светлана Георгиевна с тревогой смотрела на нервного сына, но удовлетворенно замечала: зерно сомнений упало на плодородную почву. И за день до Катиной выписки из роддома предложила свой вариант, казавшийся ей идеальным. «Артем, выслушай меня, только не злись. Саша же влюблен в Катю?» «Ты чего, мам? Это же сколько лет назад было, еще на 1-м курсе». «А ты послушай, мать, первая любовь не ржавеет. Я видела, какими глазами он на нее смотрел, когда твой день рождения у нас отмечали. Сразу все понятно стало. Отдай Катьку ему, и твоя совесть спокойной будет, что она не одна осталась». Артем раздумывал недолго. Выписка была назначена уже на завтра, и нужно принимать судьбоносное решение. Он набрал номер Саши и предложил встретиться. На скамейке в парке сидели 2 молодых мужчин. «Вы оба шизанулись, что ли?» Саша с круглыми от удивления глазами выслушал предложение товарища, глядя куда-то под ноги. «Ты в моей шкуре не был, не суди. Мама все равно Катю с ребенком в дом не пустит. Я ничего уже сделать не могу». Топтал лист на тротуаре Артем. О том, что у дочки проблемы со здоровьем, папаша не сказал по совету матери. «Мне стыдно, что я считал тебя другом». «Ой, тоже мне моралист нашелся. Я вижу, как ты на Катю смотришь постоянно. И Димка мне как-то шепнул, что ты ему, выпивший на рыбалке, рассказывал о любви к ней. Кстати, не хочешь объяснить, почему ты до сих пор не женился и даже никого себе не нашел?» «Не твое дело. Если у меня и есть чувства к Кате, то они давно заглушены. Я не позволю себе опуститься до того, чтобы как-то не так смотреть на жену друга». «Значит так, Саш, завтра у Кати будет выписка в 11 утра. Хочешь – встречай ее. Не хочешь – не надо. Если что, можешь к нам заехать, кроватку, коляску и детскую одежду забрать. Я не изверг какой-то, чтобы отнимать вещи у ребенка». «Я никуда не поеду, Артем. Одумайся, твоя жена одна из роддома выйдет с младенцем на руках?» «Не придешь, значит, так и будет.
Артем резко встал и побежал к выходу из парка. До вечера он ждал Сашу, но тот за кроваткой так и не приехал. Александр проводил Катю с ребенком до машины и открыл перед ними дверь. Девушка надеялась, что Артем просто по какой-то причине не смог забрать их и прислал друга. Но по выражению лица Саши она увидела, что происходит что-то не то. «Где Артем?» «Кать, ты только не волнуйся. Твоя свекровь сказала, что не пустит вас с ребенком в ее квартиру, и Артем не приедет. Он попросил меня, забрать вас». «Саш, скажи честно». Катя чуть не сорвалась на крик, но плач девочки заставил ее сбавить голос. «Он меня так бросил или все-таки снял квартиру?» «Я так понял, что бросил». «Понятно. Значит, сердце не обманывало». Девушка кивала головой, будто сама себе. «Но куда же ты меня отвезешь?» «Мы едем к твоим родителям». «Как? Стой! Они меня не ждут. Надо было предупредить хотя бы. Да и все детские вещи у Артема в квартире остались». «Они тебя ждут, Кать». Вчера, после разговора с другом, теперь уже бывшим, Саша судорожно думал, что же ему делать. Глядя на съежившегося в комок и насупленного Артема, он понимал, тот и правда никуда не пойдет. И оставить Катю одну на крыльце роддома Саша не мог. Тем более Катю, которую в глубине души Саша по-прежнему любил. Но мысль заставить ее быть с ним только из-за безысходности казалась ему отвратительной. Знал, что для Кати он так и остался просто другом из беззаботной студенческой жизни, которая давно закончилась. Саша помнил, что у Кати есть родная сестра, и сразу же нашел ее страницу в социальной сети, спросил номер телефона, обрисовал ситуацию и поинтересовался, готовы ли они принять Катю с дочкой. Сестра, ни секунды не раздумывая, прокричала в трубку: «Да, да, конечно, пусть домой возвращается. Только как же мы успеем все подготовить, если уже завтра приедет?» Кате раньше времени решили ничего не говорить, чтобы заранее не расстраивалась. Все равно ее родственники были заняты подготовкой. Да и Саша все-таки рассматривал вариант, что на Артема снизойдет озарение, и он одумается. И вот Катя с дочкой на руках стояла перед родным домом. Ее родители и сестра с мужем вышли на улицу, чтобы их встретить. Никто из них не задал ни одного вопроса и тем более не попрекнул. Уже вечером, когда Саша уехал, Катя, подойдя к симпатичной детской кроватке, поинтересовалась: «Как же вы так быстро все достали?» «Кое-какие накопления у нас были», и Саша хорошо добавил: «Пока он тебя забирал, мы быстренько скооперировались, распределили задачи, и каждый поехал в нужный магазин». О том, что Артем предлагал забрать жену себе, Саша никому не рассказал, ни Кате, ни ее родственникам. Он подумал, что даже не стоит посвящать других в такую гадостную идею, унизительную для Катерины. Об этом предложении она все-таки узнала, но гораздо позже, в суде. «Я не буду платить алименты. Это не моя дочь, а Сашкина», заявил Артем на слушании. «Она с ним с колледжа шаш не крутит. Мы почему и разбежались. Я ему сказал: твоя дочь, ты их из роддома и забирай к себе. Вот он и пошел. А что, Катя, не так было? Кто тебя из роддома встречал?» Кто кого откуда забирал, для суда не имеет значения. Судью уже утомил этот крикливый паренек. Или делайте экспертизу за свой счет, или, как законом установлено, платите алименты. Екатерина, вы согласны на экспертизу? Конечно. Смело улыбнулась в глаза теперь уже бывшему мужу. Хорошо, что прошло время. Погрузившись в заботе о дочке, Катя отвлеклась и теперь смотрела на Артема как на что-то такое, что нужно просто забыть. Артем побубнил под нос и отказался.
В морозное утро в небольшой часовне крестили маленькую Анастасию. Девочка оказалась совершенно здоровой. Катя сначала хотела сделать Сашу крестным девочки, но сестра подсела к ней и аккуратно спросила: «А ты знаешь, что если он станет крестным, то ты никогда не сможешь выйти за него замуж? Такие правила». «Ой, да какой замуж? Он же по-дружески нам помогает. Вряд ли я ему с ребенком нужна». «Нужна, Кать». Сестра взяла Катю за руку. «Мы с ним говорили об этом. Только Саша хочет, чтобы с твоей стороны это было искренне, а не из-за чувства благодарности или безысходности». «Правда? Но знаешь, я после Артема и думать о замужестве не хочу». Когда-нибудь плохое обязательно забудется, и иметь рядом такого надежного человека – большое счастье. Ты просто хорошо подумай насчет крестного, не руби с плеча. Подмигнула сестра. Катя задумалась, улыбнулась и задала встречный вопрос. «А тогда твой муж согласится стать крестным? Сашу просто как гостя позову. Интересно, он приедет?» Конечно, Саша приехал на крещение, а через год в этой самой часовне он вел к алтарю Катю. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.